Вся моя жизнь катилась к черту. С работы меня только что уволили. Из съемной квартиры выселят через неделю, потому что платить за нее будет нечем. И кошелек с остатками зарплаты у меня сперли в автобусе. Я шла вдоль дороги в неизвестном направлении и думала, как жить дальше. Где работу искать и жилье, как раздобыть деньги хотя бы на еду. Но не возвращаться же к родителям в самом деле. Я споткнулась обо что-то на тротуаре и сквозь слезы разглядела надпись на рекламном щитке: «Горячий кофе. Здесь сбудутся ваши желания». Усмехнулась, но на всякий случай порылась в карманах. Мелочи вполне должно было хватить на маленькую чашечку кофе. Я зашла в кафе. В теплом полумраке пахло свежей выпечкой и кофе. За массивной деревянной стойкой никого не было. В зале было вообще пусто. Чего желаете? Голос раздавался непонятно откуда, как глаз Божий. «Желаю собственную квартиру и кучу денег», — ответила я честно. «Будет исполнено», — сказал невидимый голос, как Джин из сказки. Я обернулась в поисках говорившего и вздрогнула. Прямо передо мной стоял мужчина, похожий на престарелого байкера. Плечистый, бородатый, в темных очках и кожаной куртке. Он погладил свою длинную бороду и игриво мне подмигнул. Я отошла подальше на всякий случай. Маньяк он, что ли, так к людям подкрадываться? «Чего желаете?» «Кофе можно?» Бородатый шмыгнул за стойку и сделал мне кофе. Я сидела за столиком и от нечего делать разглядывала рисунок на скатерти. В сумке запиликал телефон. Это была мама. «Ты где? Мы с папой уже 2 часа торчим у тебя под дверью!» Прокричала мама в трубку. «Где торчите?» Бестолково переспросила я. «Мои родители должны быть за несколько десятков километров отсюда». После непонятного шороха в трубку заговорил папа. «Доченька, приезжай на квартиру как можно скорее. Мы еще успеем документы оформить сегодня». «Какие документы?» «Понимаешь, у меня двоюродный дед умер, а наследников не осталось. Я всех этих тонкостей не понимаю, но нотариус сказал, что квартира деда по закону теперь принадлежит мне. Вот мы с мамой решили, что лучше еще сразу тебя оформить. Ты ведь не против? Мы-то все равно переезжать не собираемся, а тебе пригодится». Все это походило на какой-то глупый розыгрыш. Я растерянно огляделась по сторонам. Мужик за стойкой поглаживал бороду и хитро улыбался. Реальный Джин. На Хоттабыча он совсем не походил, но желание, кажется, исполнял ничуть не хуже. «Мы вот приехали, а тебя дома нет. Ты почему на звонки не отвечаешь? Давай скорее сюда». «Я сейчас буду!» Я поднялась на ноги и помчалась на улицу. В тот же день я стала обладательницей собственной квартиры. Теперь жду появления кучи денег. Надеюсь, она будет большая. Джин ведь так и сказал. Будет исполнено. И я ему верю.